Всем привет, вы на канале Shock Game, и это видео будет очень полезно для людей, которые только начали играть в Rust или которые только планируют, и у которых трудности с выживанием со старта, особенно если ты соло игрок и тебя постоянно убивают, и тебе довольно сложно нафармить на стартовую кибитку, особенно если плотный онлайн и ты вообще просто один никак не можешь. Итак, после того как мы возродились на острове, мы смотрим, где мы по карте и куда нам нужно бежать. Бежать мы будем с вами в аванпост, чтобы купить там бур. Пока бежим в аванпост, по дороге собираем камень, серу, металл, дерево, все камушки, что попадаются по дороге. Ну, то есть конкретно их не нужно выфармливать, стоять бить камнем, а именно собирать, которые по 50 штучек лежат на дороге, их можно подобрать. Также не забываем о том, что нужно отхиляться и найти какой-то еды и воды, то есть какую-то тыкву или кукурузу, чтобы отъесться. Если на сервере нету тыквы или кукурузы, есть ориентир, это вам маленькие ящички с провизией, там где шоколадки попадаются, это потому что очень важно, чтобы вы отъелись, потому что пока вы добежите до аванпоста, если вы в другом конце карты, вы потеряете много воды и еды. Если у вас будет еда на нуле, у вас будет сниматься хп, если будет вода на нуле, то вы будете очень медленно передвигаться. И, в общем, бегать вы не сможете, убежать особо тоже, вас просто забьют камнями или копьями бомжи со старта. Итак, наша цель это бочки. Нам нужны бочки, ящики. И выбить одно копье или лук. Это не зашкварно бить камнем дерево. Если вам нужен лук со старта, дабы фармить бочки, это куда проще. Или на лук, если вы уже насобирали 50 ткани. Итак, мы перерабатываем абсолютно все ресурсы, которые нашли, которые нам могут принести скрап, потому что нам нужно минимум 150 скрапа, и желательно еще, конечно, 50 скрапа на первый верстак и 15 скрапов на гвоздемет. Так как это на старте, это то, пока все бегают с луками и копьями, с гвоздемета просто можно зажимать, и по несколько человек, притом можно по 2-3 человека можно зажать и залутать их. Итак, вот как видите на видео, я залутал маяк, лутаю бочки, залутал супермаркет. И минимальные чертежи изучаем, тоже довольно-таки полезно будет на старте, потом нужно будет меньше изучать, если вам конкретно нужно будет что-то дальше. Крафтим себе одежду, если вы что-то нашли, в плане особенно сапогов, потому что у них больше всего от радиации, чтобы можно было где-то пойти, какую-то РТшку с радиацией залутать. Красные бочки очень важны, чтобы потом поставить сразу печки дома. И зеленую карту при возможности поднимайте, и так же как и синюю, если вы найдете фьюз, где-то будете на харборе или на спутниках, чтобы потом было ближе были вы к красной карте и подобрали какую-то свою первую пушку, а не изучили ее по чертежам. Также плюс там, если вы найдете карту и сможете поднять ее, само собой там будет больше ресурсов, и вы быстрее сможете развиться и быстрее купить бур. Условно, если вы залутаете маяк, поднимете зеленую карту, найдете там фьюз, поднимете синюю карту, то вам уже хватит ресурсов спокойно на бур. То есть вы залутаете как минимум ящиков 4-6 и все там трубы, все это переработать, и вам уже хватит на бур. В общем, цель данного ролика показать и рассказать о том, что не нужно стоять камушком, а долбить дерево. И не нужно стоять камушком, долбить там себе камень на дом, потому что пока вы будете это делать, вас скорее всего хлопнут. Особенно если это месячный сервер и играют кланы, а вы соло. Не забываем все перерабатывать. Я перерабатываю на маяке. Более неопытным и начинающим игрокам советую перерабатывать в безопасной зоне, чтобы вас тут не пришили. А то могут услышать звук переработчика и прибежать несколько человек, и вряд ли у вас получится что-то с ними сделать, если у них уже тоже будут условно копья и луки, а у вас просто тоже либо лук, либо копье. Но я рискнул, я все переработал, и теперь я уже в безопаске, и я покупаю там бур. Вот после того, как мы купили бур, уже игра идет совсем по-другому. Во-первых, с буром можно зажать любого. С буром можно убить собаку, медведя, убить челика. С буром можно добыть себе жир, добыть 1000 камня, 600 металла, 300 серы. А на старте это не менее важно. И сера, кстати, на старте не нужна. Лучше, конечно, всего металла, лучше еще камень. После того, как мы немножко подформили камушка и металла,
мы в обязательном порядке бежим опять на безопаску, и на безопаске мы меняем камень на дерево. Прикидывайте так, чтобы вам хватило дерева на шкаф, на план постройки, на деревянные двери, если вам не хватает металла на железные двери, и на киянку. Ну и на замке обязательно, чтобы замки были. Я все обычно сразу крафчу на безопаске. Ну, то есть уже со старта освобождаю слоты, там, если какие-то галимые семечки, если какая-то фигня ненужная, я беру, выкидываю, дабы скрафтить шкаф, план постройки, киянку, замки, первые двери. Желательно ставить, конечно, 2 пары дверей. Зачастую вам должно хватить металла на первую одну железную дверь хотя бы. То есть, если одна будет железная, одна деревянная, это будет топ. Также будьте осторожны, потому что бегают вот такие вот бомжи, которые будут постоянно вас выталкивать с верстаков, тушить вам огонь, пока вы будете пытаться что-то переплавить. И будьте осторожны, когда будете выбегать, потому что они могут побежать за вами. Первым делом ставим фундамент, апаем его сразу в камень, сразу ставим туда шкаф и замок кидаем. И перекидываем туда все ресурсы по максимуму. Все, что там стакается. И у вас уже ресурсы защищены. То есть даже если вас убьют, то малая вероятность того, что шкаф выбьет. Особенно с бура шкаф выбить вообще не вариант. То есть бур сломается, а шкаф не выбьется. Итак, я начинаю ставить свою первую стартовую кибитку. Вам же советую строить кибитку небольшую, 2 на 2 на старте, пока не набьете большое количество ресурсов, дабы уже воплощать в реальность свои планы по постройке дома. Мне тут ресурсов, кстати, немножко не хватило, я не рассчитал, и пришлось еще немножко потом побежать подформить камень. Но при этом я был спокоен за свои ресурсы, за свой дом, потому что у меня уже все было на замке. Не забывайте ставить замки, это очень важно. И у меня уже есть железные двери двойные, как вы видите. И спустя это, наверное, прошло минут 30-40 с начала вайпа, у меня уже получается каменный дом практически, сейчас я его доапаю до конца. У меня уже стоят железные двери, и это уже победа. Пока остальные бегают, фармят камушком, бьют дерево, ну и собирают, ладно, там тоже бочки, может, для каких-то своих целей. А у меня уже каменный дом, и все, что теперь мне остается, просто ходить убивать бомжей с лука, которые вот стоят, часто пофармят, и лутать просто РТшки. Дом, как видите, готов, просто его, по максимуму апнул, и все. И то есть у меня уже понятно, что в ближайшие 2 дня вас вряд ли кто-то придет рейдить, потому что у вас уже железная дверь, а все бомжи, у всех в течение суток будут деревянные кибитки, но особенно если это касается соло игроков или неопытных ребят. Не забываем, да, опять же таки спальнички раскидывать. Лутаем уже РТшки потом по желанию, то есть я сферу залутал неудачно, там ничего не было. И после поставил уже себе первый свой верстак. И в принципе на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Надеюсь, это видео вам помогло. Пишите, какие видео вы бы еще хотели видеть по расту. Какие-то, может, туториалы, какие-то гайды, может. Я надеюсь, это видео сэкономило вам время и нервы, потому что это очень такой надежный способ и проверенный. Касательно того, что можно буквально меньше, чем за час быть в каменном доме, железной дверью, первым верстаком и пару печек. Всем счастливо, до новых встреч, до свидания.